Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Божьев. Давайте поговорим о том, каким образом самому справляться с какими-то респираторными инфекциями. С болезнями носоглотки, так скажем. Какие болезни носоглотки у нас есть? Первое, самое такое распространенное, с чего все начинается, это ОРЗ или грипп, или какая-нибудь другая вирусная гадость, которая респираторная инфекция. Да? Как с ней справиться? Первое, что вы можете сделать сами, легко, из чего нужно и просто необходимо начать, любая респираторная инфекция исправляется и предотвращается ее развитие с помощью такой простейшей методики, как дыхание над щелочным паром. То есть берете столовую ложку соды, заливаете литром кипятка, ставите кастрюльку на огонь, доводите до кипения, потом переводите на маленький огонек и дышите паром, этим щелочным паром 10-15 минут. Желательно 2 раза в день, утром, вечером. Буквально за 2-3 дня вы предотвратите, остановите развитие у себя этой самой респираторной инфекции. И неважно даже, каким вирусом она вызвана, все равно вы предотвратите эту развивающуюся инфекцию. С этого надо начинать. Если же вы все-таки уже запустили респираторную инфекцию, да, и у вас уже пошли осложнения на бронхи, бронхит, например, начался, на легкие, там начинается пневмония и так далее, и так далее. Но опять пневмония не начинается сразу же, она начинается все-таки с бронхов. То тогда, соответственно, эту проблему вы можете решить с помощью такого упражнения, как бронходренаж. То есть смысл в чем? Смысл в том, чтобы прочистить свои бронхи, то есть всю накопившуюся там слизь, на которой накапливаются эти вирусы, нужно выгнать оттуда из бронхов. Делается это с помощью упражнения, которое называется бронходренаж. Нужно как можно глубже вдохнуть, вдыхаем с поднятыми руками открываем грудную клетку, и потом резкий выдох с ударом предплечьями по реберной дуге. Таким упражнением, если делать его несколько раз в день, вы совершенно спокойно предотвратите развитие пневмонии и вылечите развившийся или начинающийся бронхит. Следующей инфекцией, которая бывает здесь в носоглотке, это осложнение всевозможных насморков, это воспаление слизистой пазух. Это может быть гайморит, фронтит, то есть каких-то околоносовых пазух. И неважно, в каком месте. Это осложнение лечится с помощью использования содового раствора, который мы закапываем в нос. Почему? Потому что содовый раствор, если из соды мы делаем щелочь, то есть берем неполную чайную ложку соды, заливаем стаканом кипятка, размешиваем, остужаем, и этот раствор по 1 мл, лежа на спине, в каждую ноздрю закапываем. Размазываем по слизистой носа, ждем, чтобы это все затекло туда, растеклось по носоглотке, да? Потом встаем, и это начинает все высмаркиваться, отходить. Почему? Потому что этот щелочной раствор, он снимает отек со слизистой. Как только мы сняли отек со слизистой, сразу все из пазух начинает отходить, высмаркиваться, откашливаться. И таким образом вы восстанавливаете дренаж этих пазух. Потому что воспаление в пазухах возникает только тогда и только из-за того, что там нарушается отток из пазухи, то есть из-за отека слизистой оболочки. Только тогда там возникают проблемы. И после того, как мы восстановили отток из пазух, нужно их прогреть. Тоже делается совершенно несложно. Вы можете просто грелочку какую-нибудь взять, да? А можете, например, взять носочек детский, насыпать туда крупы или крупной соли, прогреть на сковородке, и потом этот горячий носочек с горячей крупой положить, например, на гайморовые пазухи на нос сюда так, или на лобные пазухи так сюда, и 20-25 минут прогреть это место. Но это только после того, как вы восстановите отток из пазух с помощью содового раствора. Таким образом, если вы будете это делать каждый день, может быть 2 раза в день, то вы совершенно не хитро и не сложно уберете такую проблему, как осложнения или фронтиты, или гаймориты. Это осложнение респираторных инфекций. И еще одна проблема, которая бывает часто людей беспокоит в этой области, это банально ангина. Ангина – это воспаление миндалин.
да? Гнойное воспаление миндалин с помощью такой бактерии, как стриптокок, вот, развивается воспаление, то есть бактериальное воспаление миндалин. Что нужно делать в этой ситуации? Ну, опять-таки, 2-3 вещи. Первое, нужно восстановить отток, то есть снять отек с помощью содового раствора. Второе, что нужно сделать, это улучшить, усилить приток крови к миндалинам. Почему? Потому что кровь несет иммунитет, иммунные клетки. Соответственно, усиливая иммунитет, вы тем самым способствуете тому, что организм сам справится с этой инфекцией в носоглотке. И третье, что нужно сделать, это каким-то антисептическим раствором полоскать горло. То есть мало того, что мы здесь способствуем усилению собственного иммунитета и улучшаем приток крови за счет снятия отека с этой области, здесь еще можно помочь собственному иммунитету с помощью каких-то антисептических средств. Ну, банально, например, какими-то там растворами, ну, например, мироместин полоскать горло. Это тоже поможет справиться с этой инфекцией. Кстати, на эту тему у меня в школе здоровья есть вебинар. Вы можете по ссылочке под видео пройти на этот вебинар и посмотреть. Там я рассказываю все еще более подробно. Дышание над паром содового раствора. То есть берете столовую ложку соды, заливаете литром воды, ставите на огонь, ждете, пока это все закипит, переводите на маленький огонек и вот этот парящий вот этот содовый раствор, наклоняетесь над ним, укрываетесь полотенчиком и 10-15 минут подышать вот над паром содового раствора. 2-3 раза в день. Буквально любая респираторная инфекция обрывается сразу же в течение 1, ну максимум 2 дней. Вот. Это самый простой способ профилактики и экстренного лечения данных вирусных проблем. Если вы уже запустили, то тогда принцип очень простой. Заболевание происходит почему? Потому что снизилась ваша энергетика. Да? Как вот часто люди думают, что они болеют, потому что там кто-то на них там в трамвае начихал. На самом деле нет. Не потому что кто-то вас заразил, вы заболели, а потому что снизилась ваша энергетика. Чаще всего это бывает связано со стрессами. Человек попереживал, у него энергетика упала, вот, и вирусная инфекция уже начала проявляться, уже поразила его. Вот, потому что вирусы есть везде и всюду, но болеете вы только тогда, когда снижается ваша энергетика. Вот, потому что иммунитет есть часть адаптационной системы, которая защищает наше тело от вот этого внешнего воздействия. Вот, соответственно, адаптация полностью целиком зависит от энергетики. Снизилась энергетика, снизилась адаптация, и вы заболели. Вот. Поэтому самый оптимальный способ профилактики заболеваний – это постоянная активация энергетики. Лучше всего это делать с помощью физической активности. Да? Вспомните, что спортсмены болеют очень редко, особенно вирусными инфекциями. Почему? А именно потому, что они постоянно с помощью физической активности поддерживают свою энергетику на высоком уровне. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать. Надо помнить, что у нас иммунитет состоит из двух частей, из двух компонентов. Это называется клеточный иммунитет или местный иммунитет, да, и гуморальный иммунитет. То есть это те же иммунные клетки, но в крови. Соответственно, если вы заболеваете, это показатель того, что местный иммунитет снизился и, соответственно, началось поражение вирусами данного места. Ну, чаще всего это носоглотка. Соответственно, чтобы усилить этот местный иммунитет, нужно позвать ему на помощь гуморальный. Гуморальный – это кровь, то есть создать приток крови к этому месту. Как это сделать? Мы все прекрасно знаем. Расширить сосуды, то есть до покраснения. Да? То есть шарфик, помните, раньше всегда человек заболевал, его шарфик на шею надевали. Да? Вот это самое, снаружи тепло, соответственно, создать. И изнутри. Как изнутри? Чай горячий, банально горячий чай. Можно с медом, можно с какой-нибудь там сосновой живицей, или сосновый, или еловый, или кедровый, или пихтовый, не принципиально. То есть почему? Потому что смола хвойных пород содержит в себе фитонциды, которые очень хорошо убивают вот эту инфекцию. Вот, соответственно, вы берете и чаек каждые 15 минут по несколько глоточков горячего чая, чтобы изнутри все это тоже прогреть. Ну и, как я сказал, шарфик снаружи. Вот таким образом вы тоже можете достаточно быстренько в течение 2-3 дней вылечить свою вирусную инфекцию. Вот, дорогие друзья, все это совсем не сложно, поэтому только делайте и не будете болеть. Благодарю вас. Что делать в случае, если вы начали заболевать
какими-то простудными инфекциями, да, там ОРЗ, грипп, неважно, какая-то простудная дыхательная аэробная инфекция. Что нужно в такой ситуации сделать? Ну, первое, самое, что вот сразу же, как только появились какие-то первые признаки заражения, там, насморк, там, снизилось обоняние, ушло, пропало, там, температура поднялась, горлышко заболело, неважно что. Вот, появились первые признаки заражения какой-то респираторной инфекции. Первое, что нужно сделать, это приготовить содовый раствор и подышать паром над кипящим содовым раствором. Берете столовую ложку соды, заливаете литром кипятка, ставите на огонь, доводите до кипения, и когда начнет кипеть, на маленький огонек полотенчиком накрываетесь и дышите этим паром. 10-15 минут надо дышать паром вот этого содового щелочного раствора. Утром и вечером. И так, ну, минимум 2-3 дня. И за эти 2 дня вы посмотрите, вся инфекция уйдет неизвестно куда, не успев начаться. Вот таким образом вы можете сразу легко предотвратить развитие этой инфекции. Что еще можно сделать? А можно сделать одну простую вещь. Закапывать вот такой же содовый раствор, то есть берете неполная чайная ложка соды, заливаете стаканом кипятка, стакан это 250 мл, размешиваете, чтобы выходил углекислый газ, и начинаете закапывать себе в нос, лежа на спине, и полоскать во рту. Что это дает? А это дает то, что вы выводите, вот любая респираторная инфекция, она в первую очередь попадает в носоглотку, да, то есть в дыхательные пути, потому что это же респираторная, это дыхание. Да? То есть респираторная инфекция через носоглотку, через дыхательные пути. Вся носоглотка, все дыхательные пути у нас высланы слизистой. Слизистая оболочка – это что такое? Это оболочка, которая вырабатывает слизь. Для чего нужна слизь? Слизь как раз и нужна для того, чтобы вот те вирусы, та инфекция, которая проникает сюда, она осаждается на этой слизи. И только в том случае, если она долго здесь находится, она начинает размножаться, и тогда человек заболевает. Вот. А если вы закапываете содовый раствор, то вот этот отек, эта слизь начинает тут же отходить. Вы начнете отсмаркиваться, вы откашливаться, это все из вас будет вылезать. То есть вы всю эту слизь с накопившимися в ней вирусами будете выводить из себя с помощью вот такого простого закапывания и полоскания содовым раствором. Вот так просто вы можете предотвратить развитие у себя любой респираторной инфекции. Если вам это видео понравилось и вы нашли в нем ответы на имеющиеся у вас вопросы, вы можете дать мне знать об этом в комментариях, а также поставить лайк и подписаться на канал. Если вы хотите узнать больше, переходите по ссылке, которая находится под видео, и записывайтесь в онлайн-школу здоровья, благодаря которой вы забудете про боли и болезни и научитесь быть здоровым без лекарств. На этом я прощаюсь с вами и до встречи в новом ролике, вот буквально уже совсем скоро. Благодарю вас.